Первое, что вы можете сделать, сначала выпустите свою негативную энергию. Шучу, но это определенно поднимает настроение. У меня часто бывает такое, что я просто не знаю, что мне делать. Либо мне кажется, что я знаю делать, но занимаюсь какими-то совсем неважными делами. И начинается какая-то пассивная прокрастинация. Итак, как же себя взять в руки и начать делать то, что тебе действительно нужно? Раз, два. Несколько дней назад в путешествии у меня случилась небольшая беда, и я утопил свою камеру и дрон. И по возвращению везде дома беспорядок, и я не знаю вообще, с чего начать. Теперь мне нужно еще думать о том, как возместить все оборудование и снова включиться в работу. Вот, но какая-то такая апатия, в голове все перемешано, вокруг в доме тоже хаос, все перемешано. Я начинаю что-то делать и занимаюсь какими-то другими делами, типа обновляю Инстаграм или обновляю сайт с ценами на оборудование. И вот когда я это осознал, нужно взять себя как-то в руки. И что же делать? Итак, первое, что ты можешь сделать, чтобы привести порядок в твоей голове, это привести порядок вокруг себя. И и тебе нужно просто начать свой идеальный день. С чего же можно начать свой идеальный, упорядоченный день? Первое, что ты можешь сделать, это застелить свою постель. И это реально работает. И ты уже почувствуешь себя лучше. И ты почувствуешь, что твой день уже упорядоченный. Далее привести порядок на твоем рабочем столе, а также если ты имеешь оборудование. Все хорошенько почистить и разложить по полочкам. Также сделать уборку в компьютере, если работаешь за ним. Порядок в файлах все намного упростит и сделает также голову чище. Ой, простите, просто не мог тут найти один кинофильм. А второе, что нужно сделать, это вообще прояснить, ради чего мы все это делаем. Кем я хочу быть через 5 лет, кем я хочу стать через 1 год. Я вот периодически выписываю свои цели в блокнот. Кстати, это не очень страшно, если ваши цели и мечты постоянно меняются, потому что это наоборот хорошо, потому что наш мозг постоянно обновляется, у нас все время меняется мировоззрение, взгляды с получением нового опыта. Вот я даже вывесил сюда такие цели, цели на год, это на ближайшее время. На одном листе у меня некоторые цели, около 10 штук, а на втором листе какие нужно предпринимать действия для выполнения этих целей. Например, я беру один пункт из целей на год. Например, одна из моих целей – это зарабатывать только со стоков в районе $2500. Итак, как же мне прийти к этой цели, как мне это все перевести в цифрах и перевести все это в день, чтобы было проще понимать, что мне нужно сделать для этого каждый день. Например, сейчас я получаю половину от этой суммы со стоков, и я имею около 2000 файлов, за которые я получаю эти деньги. То есть, по сути, чтобы удвоить мой доход, если думать логически и просто, то нужно удвоить количество файлов. Конечно, все немного сложнее, но, я думаю, принцип ясен. Чтобы удвоить, то есть мне нужно снять еще 2000 файлов и загрузить их на стойке до конца года. Если это поделить на месяцы, если поделить это на дни, то это выходит примерно по 11 файлов в день. То есть и все становится на свои места, и моя голова очень сильно освобождается просто. Нужно загружать 11 футажей в день. И также делаем мы с остальными целями. Цели, например, в изучении английского языка, о том, что мне нужно просто уделять час времени на английский язык ежедневно. Вот. И то же самое делаем с другими, о Ютубе, о спорте. Это можно применить к любым целям. Если тебе сложно вообще в мире цифровых технологий, очень сложно сфокусироваться на определенной какой-то задаче. Поэтому можно использовать фокус задач. Фокус задачи я называю, либо есть такие приложения специально, либо ты можешь просто использовать таймер. Например, мне нужно посвятить какое-то время стокам или английскому языку, и я просто запускаю таймер. Примерно идеальное для меня время – это 25-30 минут.
сфокусироваться на задаче. Я ставлю таймер, и то есть пока идет этот таймер, ни при каких обстоятельствах я ни на что не отвлекаюсь. Ни на сообщения, ни на мессенджеры, ни на проверку почту или какая-то идея пришла, там опять проверить какой-то сайт или цены. Ни при каких обстоятельствах я, например, 25 минут не отвлекаюсь и делаю только эту работу. И потом ставлю опять таймер на, например, на 5 минут, и эти 5 минут я делаю что угодно. Проверяю почту, смотрю в окно, проверяю там сайты, ну, в общем, делаю что угодно. Также, чтобы помочь своей голове очиститься, это нужно позволять твоим мыслям просто блуждать. Твои мысли блуждают, когда ты ничего не делаешь, когда тебе именно скучно. Но, опять же, в мире цифровых технологий мы настолько привыкли себя занимать каждую секунду каким-то делом, что просто посмотреть на море, на дерево нам уже кажется скучным. Но на самом деле в этот момент и приходят какие-то интересные идеи, мысли, когда нам скучно, якобы скучно. На самом деле нам не скучно, мы просто отдыхаем, и наш мозг, мысли просто блуждают. В принципе, за этим и нужна медитация. Конечно, лучше, если вы научитесь медитировать каждый день, хотя бы начиная там, с нескольких минут в день, давая мозгу реально отдохнуть. И еще одна вещь, которой я хочу поделиться, это то, что вдохновение приходит во время работы. Никогда не жди вдохновения. Это все ерунда и ловушка. Просто когда ты начинаешь делать любой простой маленький шаг, тогда оно сразу и приходит. Так не надо под него подстраиваться, просто призывай его в определенное время каждый день, например, в 9 утра. Просто начни с самого простого, это самое сложное, а дальше будет очень легко. Я понял, что часто многое откладывается потому, что просто никак не начнешь. Но если начал, то уже очень большой процент завершить это дело, и уже сложно остановиться. Особенно если оно у тебя написано в твоих целях. Ну и напоследок, что я хочу сказать, это то, что настоящее счастье – это не то, когда ты достигнешь именно этой цели, а настоящее счастье должно быть в том, когда ты идешь к этой цели. То есть эти маленькие шаги, которые ты делаешь каждый день, мне кажется, они должны приносить наибольшую радость. И хорошо быть благодарным уже за это, за то, что ты уже имеешь, и за эту мотивацию, вдохновение, которое у тебя есть, чтобы идти к каким-то целям. Я, кстати, еще начал выписывать свои благодарности практически каждый день, тоже в блокнот, даже если это какая-то мелочь, там, типа вкусного кофе, и это позволяет намного сильнее ценить все, что у тебя есть именно сейчас. И вообще хорошо, да, думать о будущем, но самая настоящая, самая реальность, которая происходит с нами, это сейчас. Так что наслаждайся моментом просто сейчас. Спасибо, друзья, за просмотр. Напишите комментарии, как вам такой формат видео. И пока у меня нет камеры и дрона, я могу снимать только на телефон. Но скоро я смонтирую еще выпуски, то, что я успел снять на камеру. Вот, так что пишите свои комментарии, подписывайтесь, если еще не сделали это. И также нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Спасибо за лайк. Пока.